Здравствуй! Как идет процесс? Мой лорд, деталь, которую я сам себе прислал из будущего, немного странная. Она под какую-то другую систему, словно не я ее изобретал. И сколько еще это займет времени? К следующему вашему появлению все должно быть готово. Кажется, я когда-то это уже слышал. Ладно. Что ж. Трофей, полученный в результате тестового запуска 17:00. Здравствуйте, дорогие зрители. И этим трофеем стал Слубан, армия B0782D, безымянная пусковая установка. Что это? Тополь, Ярс, а может быть вообще DF-41, здесь не уточнено, ибо перечисленные пусковые установки внешне максимально похожи. Это третий вариант шаблона, уже дважды появлявшегося на канале, и, как по мне, самый удачный. Здесь уже 6 моделей, и они пересобираются в одну, а не объединяются. Мало того, что представленный здесь S400 в принципе похож на себя, так еще и как модель, особенно собранная из 6 других, выглядит даже хорошо. Как минимум, у него нет огромных щелей, как это было у двух предыдущих. С обратной стороны коробки другие 5 моделей из этой серии, и все они тоже выглядят неплохо, за исключением вот этой. Композиция у нее внутри кабины просвечивает странноватая. Внутри коробки. Два пакета с деталями и 2 инструкции. Одна инструкция, чтобы собрать, собственно, саму модель, а вторая инструкция, чтобы 6 моделек перестроить в одну. Что ж, приступаем к сборке. Ну вот и все. Мы собрали. И что я хочу сказать? Да, на самом деле много чего, если честно. Начнем с того, что вот... Ой, ты же сказал, что отказываешься от ядерного оружия, а тут пусковая установка ядерной ракеты. Ну, во-первых, если честно, данный тестовый запуск был сделан давно, еще на ранних этапах развития прибора, когда концепция 4-пиновых ракет просто еще не была принята. А во-вторых, ну, будет у меня обычная ракета, баллистическая, а ее ядерную составляющую просто кому-то куда-то откатили. Беседку на даче покрасили, теперь зелененькая, светится. А радиация? Нет здесь никакой радиации. Вы же не видите, чтобы она тут летала? Также мне непонятно, почему у него бетонные колеса.
Да, для пусковых шахт ракет С-400 нужны были цилиндрики, но почему их нельзя было покрасить в черный, из черного пластика изготовить? Но, в принципе, идея с такими колесами мне нравится. Массажер получился хорошим. И даже если колеса подрасслабить, можно покатать по нескользким поверхностям. С пластиком проблема тоже есть. Точно такая же, как была у Б-0793С из серии «Космические войны». Камера плохо передает, но пластик весьма блеклый, а также скользкий. Вот эта часть особенно легко отваливается, да и в принципе потому что на двух пинах-то всего держится. Что ж, в последнем опросе победил первый вариант, а значит мы сейчас приступаем к улучшению. И да, вот этот зеленый у Слубан достаточно уникальный цвет, поэтому будет небольшой винегрет. Мы улучшили. Да, большинство изменений декоративные, из функциональных только добавление вот этой платформы, которая позволяет оторвать ракету. Типа запустили. А на этом все. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал и спасибо за просмотр. Да что вы кипишуете, шеф? И не таких переживали. Нет, такое мы еще не переживали. Трехслойное плазменное поле его коробок наше орудие даже не заметит. Эх, и что же нам теперь делать? Что? Да ничего. Нам нужно найти того, кто сможет изобрести такое орудие, что сможет его пробить. И вы, двое, займетесь этим немедленно.